Еще одним альбомом, подаренным мне моим американским другом Крэгом Муром, был альбом группы Little Feat. Это концертный альбом, он называется «Концерт в Манчестерском зале свободной торговли, Манчестер, Великобритания, 29 июля 1977 года». Данный альбом выходил в 2023 году. Он выпущен на 3 винилах. Всего группа Little Feat выпустила 18 альбомов. Это общее количество. Студийные альбомы, концертные альбомы, сборники. Вот из этих 18 альбомов я для своей коллекции ранее купил 8 альбомов этой группы. В качестве предисловия напомню, что из себя представляет группа Little Feat. Это американская рок-группа, созданная ведущим вокалистом и гитаристом Лолом Джорджем, клавишником Билли Пейном, барабанщиком Ричи Хейвардом и басистом Роем Эстрадой. Создали они группу в 1969 году в Лос-Анджелесе. Классический состав группы, сложившийся к концу 1972 года, включал Джорджа, Пейна, Хейварда, басиста Кенни Грэдни, гитариста и вокалиста Пола Баррера и перкуссиониста Сэма Клейтона. Джордж распустил группу из-за творческих разногласий незадолго до своей смерти в 1979 году. Выжившие участники реформировали Little Feat в 1987 году, и группа продолжает действовать до сих пор. По данным журнала Roots Music Magazine, когда дело касается Little Feat, большинство людей отмечают их отказ придерживаться одного жанра. Хотя рок-н-ролл может служить общим термином, звучание Little Feat простирается гораздо глубже и шире. Звучание группы на их ранних альбомах было основано на кантри-роке, но они расширили свой стиль, включив в него звуки Лорел Каньона, Калифорния и традиционный блюз глубокого юга. По данным журнала Rolling Stone, Little Feat были архетипической группой, вдохновенной, бурной, умной, экспериментальной, заслуживающей внимания и склонной к несчастным случаям. Их скромные амбиции заключались в том, чтобы искажать и синкопировать простую реальность, используя ритмы стоп-старт и фраз-сюрреалистические тексты. Группа изобретала безумный юго-западный синтез через Новый Орлеан, Мемфис, Мейкон, Хьюстон, Нэшвилл, Тихуану и их родной Лос-Анджелес. Американо UK заявляла, что группа Little Feat была одним из величайших плавильных котлов южной музыки, в значительной степени опиравшимся на кантри, фолк, блюз, соул, болотный поп, R&B для создания своего фирменного звучания. Они классифицировали его как болотный рок. Общественное радио Джексон Холл называло Little Feat одной из самых успешных и обожаемых южных рок-групп. Но вернемся к новинке в моей коллекции, концертному альбому группы, записанному в Манчестере, Великобритания. Предыдущий релиз концертного альбома назывался Waiting for Columbus. Это был первый концертный альбом группы Little Feat, записанный на 7 выступлениях в 1977 году. Он выходил на 2 винилах и занял 804 место в 3-м издании списка 1000 лучших альбомов всех времен Колина Ларкина. Мой же экземпляр этого концертного альбома состоит из 3 пластинок, и на нем полный концерт, состоявшийся в Манчестере, Великобритания. Он содержит запись классического состава группы в составе Лола Джорджа, гитара-вокал, Пола Баррере, гитара-вокал, Кенни Грэдни, бас, Ричи Хейварда, ударный вокал, Сэма Клейтона, перкуссия-вокал и Билли Пейна, клавишные. Это концертное шоу, содержащее материал из классических альбомов 70-х годов, и является важным дополнением к любой коллекции любителей группы Little Feat. Многие из наиболее известных песен были переработаны или расширены. Например, одна из фирменных песен Dixie Chicken была значительно расширена и включала в себя длинное фортепианное соло клавишника Билла Пейна, аранжировку для валторны в стиле Диксиленд и, наконец, двойной гитарный джем между 2 гитаристами группы – Лолом Джорджем и Полем Баррере. В некоторых случаях такие песни, как Rockin' in My Pocket, были переработаны, чтобы включить духовую секцию.
Little Feat дополнительно перепели такие мелодии, как Don't Bother That Joint группы Fraternity of Men и On Your Way Down Алена Туссена. Надо отметить хорошее качество выпуска этого альбома. Есть легкое, очень короткое потрескивание на первой стороне первой пластинки в самом начале, а далее все отлично. Сет-лист концерта плотно составлен из лучших песен группы, без наполнителей. Little Feat были одной из легендарных концертных групп 70-х, усыпанных похвалами не только их небольшого яростно преданного культа фанатов, но и их коллег-музыкантов, таких как Бонни Райт, Роберт Палмер и Джимми Пейдж. Учитывая все это признание, группе имело смысл записать концертный альбом. К сожалению, они ждали этого до 1977 года, когда группа пришла в упадок. Но, как доказывает этот альбом, Little Feat даже в период своего упадка все еще были довольно хороши. Группа гораздо вдохновленнее на сцене, чем в студии. По-прежнему приятно слышать, как замечательная группа исполняет свои лучшие песни, расширяя их и обретая новые особенности. На одном из крупнейших концертных альбомов своего времени Little Feat доказывают, что они были одной из самых лучших концертных групп своего времени. Вы и сейчас можете приобрести на Discogs этот альбом по цене от $45 у американских продавцов до 50-70 евро у продавцов из ЕС. Третьим альбомом, подаренным мне Крэгом Муром, стал альбом американского поп-панк трио Weathers. Это третий студийный альбом группы. Данный экземпляр альбома выпущен в Чехии, и у меня сразу были подозрения на то, что он будет ненадлежащего качества производства. Но, на мое удивление, с этим альбомом совершенно все в порядке, звучит он хорошо. Дело в том, что у меня был негативный опыт приобретения альбома, выпущенного в Чехии. Это был альбом Марка Нопфлера 2015 года, он назывался «Трекер». Он также был напечатан в Чехии. И вот там само производство, само качество звучания было совершенно не таким, каким должно быть звучание абсолютно нового альбома. Хотя, может, мне просто тогда не повезло. Поп-панк трио из Лос-Анджелеса пережило несколько увлекательных лет с тех пор, как они ворвались на сцену в 2015 году, как их последние альбомы получили одобрение критиков и показали более чем 28 миллионов запросов на Spotify. Weathers – американская альтернативная рок-группа из Лос-Анджелеса, в состав которой входят главный вокалист Камерон Бойер, гитарист Камерон Олсон и басист Бреннан Бейтс. Их музыку характеризуют драйвовые, бодрые рок-гимны, которые контрастируют с интроспективными текстами, которые сосредотачиваются на темах взросления и психического здоровья. Weathers – нетипичная рок-группа. Вдохновленная контркультурой 80-х и 90-х годов, группа заработала репутацию создателя интроспективных песен, которые находят отклик у слушателей. Новый альбом под названием «Нам весело» строится на старом фундаменте, который они заложили для себя, но с новым преимуществом. Благодаря незабываемым мелодиям и темам они продолжают вдохновлять и обращаться к тем, кто в этом нуждается. Трио, известное своим слиянием гранж-рока и поп-синтезаторов, заявило о своей любви к ностальгии, когда речь идет о музыке и фильмах 80-х и 90-х годов, одновременно переживая жизненные события, связанные с психическим здоровьем и разбитым сердцем. А результат – новый альбом, вызывающий желание подпевать. Слушая эту запись, создается впечатление, что мы вернулись в 2013-2015 годы, как будто мы вернулись в более простое время. Некоторые треки сильно напоминают поп-рок песни, вышедшие примерно в то время. Альбом открывается песней One of a Kind, которую группа годами играет на концертах. Поэтому, разумеется, поклонники рады видеть этот трек, который наконец-то получил студийный релиз. Трек показывает трудности пребывания в конце того, с чем можно справиться, и просто желание скрыться. She Hates Me – последний сингл с этой пластинки, который начинается с очень энергичного нарастания, прежде чем раздается голос певца Бойера и басиста Бреннана Бейтса. Бейтс исполняет основной риф трека, песня усиливается тяжелым синтезатором. Песня касается эмоций и чувств, связанных с тем, что ты ставишь себя на первое место над кем-то другим, и человек, который из-за этого расстраивается. Песня заканчивается гитарой Олсона и сильными барабанами. Солидный трек.
Первый сингл, выпущенный во время подготовки к альбому, называется «Where Do I Sign?». Начинается он с заметного баса от Бейтса и вокала от Бойера и разделяет более заметную гитарную форму Олсона. Больше нет головной боли, разбитого сердца. Где мне расписаться? Это подразумевает идею достижения момента совершения чего-то, что может помочь избежать происходящего. Это также очевидно и в других текстах песен, где говорится, что нужно сделать все, чтобы избежать текущей реальности. Своего рода аналогию с продажей души ради ощущения покоя. Трек «Карсик» повествует о том, что человек, которого вы любили, идет дальше, а вы осознаете, насколько сильную боль причинил вам этот человек. Мой разум хитрит, и это сводит меня с ума, потому что я помню только те хорошие времена, которые мы провели. Надо было оставить записку, написанную на моей голове, чтобы напомнить себе, что ты разрушил мою жизнь. И строки «Я не должен злиться на то, чего я не могу иметь. Мне неприятно это признавать, но я бы любил тебя снова». Эти слова показывают чувство в глубине души, которое все еще ощущается к человеку, который причинил боль рассказчику истории. Трек «Goodbye to my friends» существенно замедляет альбом. Эта акустическая композиция демонстрирует ощущение, что в будущем людям, которых вы когда-то любили, больше не будет интересно, и они так или иначе ушли. Я еще на чем-то держусь, знал, что этот день наступит. Хорошие вещи всегда заканчиваются. До свидания, мои друзья. А какой смысл жить, если у меня нет причины? Ничего страшного, увидимся снова. Это демонстрация сильных эмоций из-за голоса Бойера, особенно когда трек начинает стихать, а его голос становится более мягким, повторяя строки. «Все хорошо, я увижу вас снова. До свидания, мои друзья». Темы композиции альбома идеально сочетаются вместе. Бойер заявлял, что хотел черпать вдохновение для создания этого альбома от исполнителей, среди которых группа выросла. И это заметно в этой песне, напоминающей песню «The Light Behind Your Eyes» из мюзикла My Chemical Romance. Альбом завершается песней Little Castaway. Трек излучает больше позитива, чем остальные записи этого альбома. В том смысле, что эта песня рассказывает о том, что рассказчик нашел и полюбил кого-то. В этом альбоме ясно видно, что вдохновение, которое группа имела в предыдущие годы, проникает в музыку, которую они создают вместе. Бойер объясняет, что во время записи они почувствовали определенную потерю, говоря: «Когда мы записывались, мы ощущали немного ярости, вроде бы обреченных. И мы спросили сами себя, это уже весело? Или мы делаем это, потому что мы застряли?» Поскольку музыка содержит много грубых эмоций, мы решили быть очень честными с названием. Мы хотим, чтобы вы ушли с ощущением, что вас услышали, и это нормально, если вы не в порядке. В то же время мы стараемся выбраться из тьмы, потому что никто не хочет быть в темноте слишком долго. Есть свет в конце тоннеля. Когда ты на полу и плачешь, ты не один. Для нас троих очень важно выражать себя, держаться вместе и поддерживать друг друга, а также всех, кто нас поддерживает. И этот альбом делает именно это. Группа Weathers описывает свой новый альбом как следующий творческий шаг. В нашем новом альбоме мы не хотели так уж сильно стараться. Вместо этого мы хотели копнуть поглубже в нашем прошлом и извлечь пользу из музыки, которую мы слышали в детстве. В конце концов мы получили работу, которая более тяжелая, более сырая, гораздо более эмоциональная и честная, чем все, что мы делали в прошлом. Старший вице-президент Sumerian Records Майк Якубоу разделяет энтузиазм группы по поводу нового альбома. Weathers находится на пороге больших успехов в своей карьере. Они написали совершенно новую пластинку, которая является глубоко интроспективной, интересной и чрезвычайно запоминающейся. Группа объединила старые и новые темы и сделала их полностью своими. Энергия этих песен окажет неизгладимое влияние на фанатов. А от себя я добавлю, я не фанат этой группы.